Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 25 сентября по 1 октября. Вот так, в одной неделе мы уже хоть на один день, но с заходом на октябрь, второй месяц осени. Давайте узнаем, какие подсказки приготовили карты. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, какой-то инсайт вы определенно получите. И у нас сегодня колода золоченого таро. Я уже подготовила карты. Давайте достанем где-то, как наш классический сценарий. Что важно знать? Вот такой будет вопрос первый и первая карта. Чего не избежать или каковы неожиданности на неделю? Давайте узнаем, чему сейчас не время или что нам может помешать. И что нам будет помогать или что будет радовать. Зададим такой вопрос, что от меня скрыто. Не обязательно, что кто-то нарочно скрывает. Может быть, мы сами чему-то не придаем значения. Вот узнаем тоже, спросим дела, работа, бизнес по основным сферам жизни. Узнаем, что по финансам, в целом энергии, как видят карты, окончание месяца. И личная жизнь. Достанем также карты совет. Попробуем связать все предыдущие карты, которые нам выпали. Какую-то ж подсказку все равно нам карты дадут. Итак, давайте будем узнавать, что нам на неделе важно знать. Король мечей. Ну, у кого-то контакт с человеком, который, может быть, буквально рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или это по этой карте могут быть, допустим, чиновники, представители законной власти или люди в форме. Может быть, мы столкнемся с таковыми, и сразу хочу предупредить, аккуратно, наверное, будьте за рулем своего авто и где-то, ну, не провоцировать служителей закона будет тоже правильной где-то тактикой. С другой стороны, если нам самим нужна консультация, да, вот мы можем обращаться к таким узким специалистам. По этой карте идут люди, работающие с металлом. У кого-то это может проиграться как стоматолог, врачи тоже идут по этой карте. Или, если мы говорим в целом про энергетику, про эту неделю, это ведь карта рассудительности, где-то может быть и расчетливости, математического подсчета, логики, рационализма. Нам предлагают карты быть вот в этих энергиях в течение всей недели. Как будто эмоции нам могут помешать. Или если мы где-то сделаем по прежнему шаблону. Нет, вот здесь нельзя, знаете, как быть небрежным. Здесь действительно нужно что-то подмечать. Может быть, мы узнаем какую-то новость, тайну или какая-то информация к нам придет. И тоже ее, минуя какие-то эмоции и чувства, нужно воспринять. Что есть по факту? Факты вещь упрямая. Вот как раз об этом тоже где-то говорит карта. Чего не избежать? Ну, наверное, наше решение какое-то. По тузу жезлов вообще это всегда карта какого-то шанса, каких-то возможностей, может быть, решить какой-то вопрос, правда? И здесь по-разному. Вот все то, что я перечислила по королю мечей, может быть, это ваше решение в отношении конкретного человека, может быть, это ваш партнер, коллега или какие-то далеко идущие планы, когда вы строили вместе с таким человеком. Хотя не обязательно знак зодиака, кстати, проиграется. Здесь может проиграться человек, когда весы или близнецы, или водолей у человека как бы по луне или асцендент. Но это так, если в астрологию немножко уходить. А вообще это действительно то, что мы намеревались сделать. Или, может быть, мы ну, не совсем в таком ключе намеревались сделать. Тут есть ведь все же по королю мечей какая-то конкретика, которую мы не избежим. Есть какой-то факт. Так вот, туз жезлов может означать наше какое-то решение, может быть, двигаться в другом направлении. Или как-то иначе решить вопрос, в другие двери зайти, с другим человеком контактировать. Но есть определенно какая-то оказия разобраться в каком-то вопросе. Может быть, под той информацией, которую мы получим. И у каждого здесь по-своему. У каждого какая-то своя сфера жизни, мои дорогие овны, проиграется. У кого-то, может, и буквально финансы, потому что иногда по королю мечей это наши взаимоотношения, скажем так, с банками или с представителями
банковских структур, или мы, может быть, хотим получить ипотеку, например, или какие-то вопросы мы по финансам решаем. Потому что король мечей наиболее удачлив, дело, работа, бизнес, деньги. И рядом туз жезлов, вот где-то, наверное, для большинства из этих областей или сфер жизни будут какие-то моменты, когда есть вариант что-то для себя сделать со знаком плюс. Все же больше трактуют туз жезлов с позитивной позиции для вас. Хотя энергия – это когда мы чем-то как будто горим, мы хотим осуществить. Чему сейчас не время? С одной стороны, по этой карте не уходить от решения какой-то проблемы. Не время выйти, может быть, да, может быть, что-то нас вот тут вот как эмоции захлестывает, и есть желание уйти, хлопнув дверью. Или сказать, да, все, ничего не хочу ни слышать, ни знать, и выйти из решения какого-то вопроса. Карта нам говорит нет. Может быть, это бизнес у кого-то проиграется, или еще какие-то партнерские отношения, когда нам карта напрямую говорит, да не время. Не время куда-то уходить, не время куда-то отправляться. Не время, кстати, искать какой-то выход. Вот есть какая-то конкретика, рационализм, и то, что мы имеем, по факту с этим как будто нужно и провзаимодействовать. Значит, по тузу жезлов, повторяюсь, есть какая-то либо оказия, либо какой-то вариант. Ну, как будто, знаете, сдаваться мы не должны. Может быть, тут не совсем вообще этот сдаваться глагол про овнов. Ну, всяко ведь бывает, особенно когда нас эмоции захлестывают. Может быть, 1000 раз уже что-то объяснял или что-то говорил, или пытался какой-то вопрос решить, а все как стена была какая-то. И здесь, тем не менее, на 1001 что-то мы можем для себя сделать со знаком плюс положительное. Давайте мы посмотрим, а что же будет тогда нас радовать? Десятка кубков. Вообще карта благополучия. Что бы тут ни было, мои дорогие, тут, правда, у кого-то может быть и примирение, у кого-то решение вопросов, связанных с недвижимостью, с имуществом. Все же десятка кубков полноценное такое счастье. Это вершина, это итог какой-то. Десятка все же, это из младших арканов, ну, так по значению наибольшее. Это когда мы довольны тем, что у нас есть, по сути. Мы довольны, может быть, каким-то событием в вашей жизни, я имею в виду семейной или в жизни личной, может быть, у кого-то и признание любви, а у кого-то может быть какая весточка от ваших детей или что-то от родственников. Мои дорогие овны, есть то, ну вот может быть в чем-то есть и минус, но определенный какой-то плюс вы получаете, или это вот тот самый 1001 шанс, когда у вас получится либо организовать, либо решить какой-то вопрос. Словом, останетесь собой довольны в каком-то одном направлении, так это точно. Давайте посмотрим, что скрыто. Правда, может быть, что-то скрыто до поры до времени, ведь по этой карте у нас идет значение, как бы 3 момента основных. Это скорость, известие или информация и наша быстрая ответная реакция. Вот, наверное, в этом ключе, как я перечислила, будут развиваться и события. Мы можем сами как будто ну, где-то сомневаться или иметь какие-то запасные варианты отступления, например, или выхода из какой-то ситуации. А тут может быть такая метаморфоза, что приходит какое-то известие, новость, и это вас быстро как-то вынудит, может быть, или где-то вам самим захочется реорганизоваться в каком-то вопросе, или куда-то придется отправиться, чтобы на месте решить тот или иной вопрос. Или эта информация будет свидетельствовать о том, что у вас как раз появился такой шанс, или появилась какая-то возможность. Может быть, это будет чье-то предложение о поездке, или вы что-то будете планировать, или вы для себя что-то узнаете очень доброе, хорошее, светлое, с учетом все же десятки кубков. Есть какая-то новость, и эта карта подразумевает, что мы откликаемся, понимаете? По этой карте мы не оставляем чего-то на потом. Это не значит, что мы сразу какие-то действия предпринимаем. Нет, но как минимум откликнуться. Может быть, это будет как телефонный звонок у кого-то. Позвонить и сказать, да, я в курсе, я в теме в какой-то. Но это значит тоже будет для вас важно. Давайте дела, работа, бизнес. Верховный жрец. Здесь прям как по судьбе какой-то вопрос у вас может решиться. Или, может быть, то, что с учетом, тем более, короля мечей, в какой-то инстанции вы итог получаете.
Скорее всего, по десятке кубков я могу предположить, итог будет для вас положительный. Может быть, это, знаете, так или иначе, как, ну, не 100% уже подведение само по себе итогов, хотя у кого-то и так проиграется, но это словно разворот той или иной ситуации в вашу как будто сторону. Хотя и десятку кубков, и карту Иерофанта больше будешь трактовать, что даже если мы по документам что-то оформляем, или в нашей жизни решается что-то очень важное, как кульминационное, или мы важный документ составляем, или если это приходит известие какое-то, она тоже имеет какое-то главенствующее значение в вашей жизни. Но есть и опять же тот момент, что мы можем столкнуться, или мы специально будем, может быть, такой поход продумывать к чиновникам для того, чтобы что-либо согласовать. Иерофант нищий не бывает, и поэтому будем говорить, у кого-то это правда, вопросы финансов и вопросы в банке. Но есть здесь то, что не просто вас радует, а знаете, как вам по судьбе, может быть, даже если прежде что-то не получалось, или каким-то образом словно ускользало, или ну, много было приложено усилий, а результата все не было. Все же это у нас ведь конец уже идет сентября месяца, и тут смена идет энергии, когда Меркурий, например, он в прямом движении, и здесь больше ясности в этот период будет. Поэтому я и говорю, даже почему нельзя как будто отворачиваться от какой-то проблемы, насущного какого-то вопроса, или то, что у нас прежде не получилось сделать. Мы как раз на этой неделе можем что-то осуществить. А для кого-то из вас, мои дорогие, предложение руки и сердца, или вы сами будете делать, у кого-то проиграется с учетом десятки кубков и верховного жреца, ведь по этой карте проходят и бракосочетания, какие-то традиции, венчания, допустим, или опять же оформление документов. Вот у кого-то это будет в личной жизни решение каких-то вопросов, которые именно по традициям или по документам что-то вы будете делать. Финансы. Пятерка кубков. Часто это карта прошлого и те разочарования по поводу финансов, которые у нас были прежде. И самое главное, знаете, это мы проходим своего рода какой-то урок или какая-то ситуация, нам ведь говорят, она уже завершилась. Как будто тут сколько не раздумывай, сколько тут эмоций со знаком больше минус, безусловно, проигрываются. То есть есть о чем-то сожаление. Но самое главное, нам карта говорит, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы увидеть новые возможности. И это как раз соответствует тем картам, которые у нас легли выше. Да и рядом мы сказали, Иерофант нищий не бывает. Хотя для кого-то из вас, мои дорогие овны, вы какую-то ошибку не должны повторить заново. Может быть, эта карта говорит об этом. Именно финансовую. Может быть, потратиться туда, о чем вы впоследствии можете пожалеть, а уже не вернешь. Поэтому будьте внимательны с финансами. Деньги будут, но как будто мы их должны считать, быть вот таким рациональным человеком. В личной жизни восьмерка мечей. Здесь идет один совет. То, что мы можем, знаете, у кого-то правда может проигрываться, как я нахожусь словно в обособленной какой-то обстановке, или вы где-то в отдалении. У кого-то может проиграться, что в санаторий вы поехали, ну или куда-то переместились, где вы находитесь на той территории, которая вам, может быть, не дает таких вот контактов для вас привычных. Хотя чаще всего это карты наших страхов, когда мы сами себе выстраиваем ненужные барьеры. И карта и говорит, ты себе не мешай, открой глаза в первую очередь, увидь какую-то реальность. И мы с вами по королю мечей сказали, что нельзя быть небрежному и не время эмоциям. Так вот, не время вот таким рассуждением, как будто оборачиваться назад, я имею в виду уходить в прошлое мыслями или устраивать себе какую-то глубокую философию. По восьмерке мечей нам показана девушка с завязанными глазами. О чем нам говорит художник в этой карте? Что она не видит реальности, какой-то конкретики. Факты вещь упрямая, это да. Но, видимо, в этот момент, когда что бы там ни происходило, девушка смотрит вглубь себя.
А нам нужно не устраивать эту глубокую философию, а увидеть, что есть на самом деле. А может быть, имеется в виду, как развернуться вот, да, по восьмерке, извините, пятерке кубков. Мы должны развернуться на 180 градусов и буквально решать те вопросы, которые еще стоят на повестке дня, или как-то грамотно распорядиться теми ресурсами, которые у вас сейчас есть в наличии. У кого-то из вас восьмерка мечей может быть просто как сожаление или, ну, где-то хандра из-за того, что какой-то прежде вопрос не решился, или, может быть, прежние отношения еще остались в виде воспоминаний, и они вас невольно оборачивают, как будто назад, в сторону того, что было. А нам уже сказали, это не имеет никакого значения. Не сравнивай, как будто прошлое и теперешний момент. Тебя это вот такое подобное сравнение уводит от момента сегодняшнего. Тебе это не помогает, тебе это мешает. Ну, в общем, и не мешаем себе. Карта совет. Отпускайте прошлое, правда, вот в тему. Потому что, посмотрите, как нам говорят, тут что-то важное у вас по судьбе решается, а мы тут можем где-то застрять, анализируя какую-то ситуацию, где мы просчитались с чем-то, с финансами в прошлом, так и, может быть, мы потерпели фиаско в личной жизни. Или с кем-то мы не договорились. Личная жизнь не только про любовь, а может быть партнерские отношения и по бизнесу, или по работе тоже мы с кем-то не договорились. А нам говорят, это уже не имеет значения. У тебя сейчас на повестке дня новый опыт. И если ты где-то застрянешь вот в этой философии или в анализе прошлого, ты не увидишь того, что есть на данный момент. А тут как раз что-то на данный момент для вас хорошее разворачивается. Придется по 13-му аркану, я надеюсь, все правильно понимают, это карта трансформации, мы проходим эту самую трансформацию. И планетарно, правда, нас могут по ретро-меркурию, может быть, в предыдущий период, предыдущая неделя, или, может быть, и в августе, люди какие-то о себе напоминают в нашей жизни, или какие-то ситуации. Так вот, знаете, с учетом того, что на этой неделе близится дата, когда, мои дорогие овны, Марс, ваша планета-управитель, она будет ближе расположена к южному кармическому узлу. И мы знаем, да, кармические узлы у нас сейчас на оси как раз вашего знака Овен и Весы. И прогрессивная сила – это северный лунный узел, это именно ваш знак, это ваш напор, это ваши амбиции, это ваш где-то реванш. Но планетарно именно с 4-го, или это может проигрываться днями раньше, или где-то в сентябре, где-то днями позже, как раз будет такая конфигурация, когда Марс, приблизившись к весам, нас словно заставляет какой-то вопрос решить с помощью дипломатии. Все-таки весы – это какая-то все равно дуальность или умение договариваться. Но сделать это нужно с позиции, когда мы свои какие-то, ну, может быть, перспективы не теряем, своим, точнее, принципам мы не изменяем, а мы просто используем дипломатию, чтобы быть правильно понятыми или с кем-то договориться, или сгладить где-то острые углы. Это будет, знаете, как фокус своего рода, когда, может быть, немножко другие энергии, настоять на своем, но сделать это красиво, элегантно. Может быть, как раз по 13-му аркану. Вот такая трансформация где-то может начаться для вас на этой неделе, в преддверии как раз октября месяца. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.